Всех приветствую, друзья. Воскресенье, 17 мая. На градуснике, как у нас, плюс 27, плюс 28, ближе к 30. Жара уже максимальная. До того жарко, что вот даже куда-то ехать неохота. По жаре по такой. Какого-то чуть холодненького. Опять мы сегодня будем кушать холодную лапшу. Называется она макуксу, пибим макуксу. Сейчас нам ее принесут, пока у нас из закусок есть кимчи-редька. Кимчи, опять же кимчи-редька, только с проросткой. Да. Да. Вот нам принесли вот такую штуку. Яичко, здесь все красиво, вот этот соус, гречневая лапша, капустка, белокочанная, кстати, листья салата, морская капуста, огурчик. И все это мы, короче, бахаем сюда. Так, нам надо больше воды. Кто-то ест это так, ну просто в припивку, мешает это все. Я люблю, когда водичка. Я люблю, когда водичка. Вот это, кстати, еще горчичка. Горчичка. А это уксус. Надо еще добавить сюда воды. Только пробуйте обязательно, чтобы не переборщить. Это рисовый уксус. Рисовый уксус. Так, ну и нам комплимент, как обычно здесь перенесли, так как это ресторан специализируется на сунде, кровяная колбаса, легкие, печень и сердце, по-моему, отварные, свиные. Вот. Так что сегодня, я думаю, будет по минимуму разговора, потому что это все холодное, и это быстро, в принципе, съестся. Вот. Поэтому всем приятного аппетита. У нас, кстати, перевалило за 3000 человек. Нет, разговора, наверное, маленько все-таки будет. Разговор, знаете, о чем будет? О моих небольших успехах. Скажем так. В общем, моя наглая морда начала появляться в Корее более часто на корейском ютубе, потому что некоторые корейские создатели контента начали использовать мои видео и адаптировать их под корейскую аудиторию. То есть вставлять корейскую озвучку, корейские субтитры. Как ни странно, я же скромный, как ни странно, эти видео начали набирать миллионы просмотров. Вот я уже знаю там три шорта, которые уже больше миллиона просмотров там. Я зашел почитать комментарии, зашел почитать отзывы там. Корейцы в восторге. Корейцы пишут только положительные комментарии. Типа там мужик из страны бурых медведей, так проникся типа корейской пищей. Некоторые создатели контента пишут мне напрямую, допустим,
пишут мне, спрашивают типа разрешение о том, чтобы создавать, контент со мной, только переделать его. Вот. Некоторые, наверное, не знают, как связаться просто через YouTube. Вот, но вообще у меня, то есть нарушения прав нету, потому что у меня изначально на YouTube стоит, я поставил, что моим контентом могут пользоваться остальные. Я пока не на таком уровне, чтобы запрещать это делать. А для развития, для развития, для запоминаемости моего фейса, это все равно полезно. Чем черт не шутит, на самом деле. А вдруг? А вдруг? Просто мне тяжко делить вот аудиторию, так сказать. Я прекрасно понимаю, что мой родной язык русский. И, конечно, мой контент я бы хотел развивать на русском языке. Но сейчас с русскоязычным, сами знаете, да, особенно в России смотреть там только через VPN, вот эти моменты всякие. И то, что я думаю, что в России еще долго ничего не поменяется по поводу Ютуба и по поводу вообще соцсетей. Поэтому целесообразно. Я живу в Корее все-таки. Целесообразно развивать больше все-таки на корейской аудитории. Потому что это, я говорю, я тестировал даже. Делал, допустим, выкладывал ролик чисто там с корейскими субтитрами, с корейским описанием. И он, конечно, набирает больше просмотров. Понимаете, да? Когда я выкладываю все на русском, он набирает гораздо меньше просмотров. Вот. Конечно, я буду как бы все равно максимально варьировать это все. Потому что, если честно, мне бы вообще хотелось, чтобы как можно больше народа в мире узнало о корейской замечательной еде. Я, кстати, недавно об этом задумался. Думаю, может быть, у меня миссия такая – распространить замечательную, полезную, вкуснейшую корейскую еду по всему миру. Почему нет? На самом деле, получаю каждый день кучу сообщений. Не скажу, что больше 100, но примерно по 100 сообщений от корейцев. Такие восторженные такие слова поддержки, конечно, все. Типа, что мы за тобой наблюдаем, мы за тебя болеем. Там все, береги себя. В таком плане. Вкусно. Дома можете легко приготовить что-то подобное. У этнических корейцев, по-моему, это просто называется типа кукси. Куксу.
холодное. Ну, у нас есть, конечно, наша окрошка, но кому надоело, если вдруг окрошка, можете приготовить корейскую версию. И да, только не добавляйте сюда мясо, потому что мясо, жир застынет. Это я по глупости как-то в одном видосе я добавил туда жареное мяско. В итоге кусочки жира плавали прям поверх бульона. Мяско лучше в прикуску. Либо как у нас в окрошке. Что у нас? Колбаса, да? В принципе, колбаска сюда бы зашла. В принципе, да? Ну, какая-нибудь типа докторской колбаски. Кстати, вот эта холодная лапша одно из немногих блюд, которое, мне кажется, очень сложно испортить. Потому что здесь ингредиенты все по отдельности, все в кучу свалил. Заправил соусом. Ну все, в принципе, горчичка, уксус, водичка, лед. Единственное, наверное, для меня был бы самый сложный момент, это грамотно сварить изначально лапшу. Потому что лапша, она очень-очень нежная. Ее нужно буквально варить 3-4 минутки, а потом тут же промывать в холодной воде. Тогда она будет идеальная. Очень вкусная штука. Жаркий день. То, что доктор прописал. Всем спасибо, что были это короткое время, как ни странно, со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.